Здравствуйте, с вами Вивьена, и сегодня мы будем смотреть. Боже, он в полном ауте, в полной непонятке, что он сам говорит о вас, что он думает о вас. Потому что иногда мы не высказываем вслух, а самое главное, что в нашей черепушке. И мы будем смотреть сейчас сначала на воске, а потом будем смотреть на знаках. Мы так любим смотреть с вами. И мы сейчас смотрим на воска. Пожалуйста, кому надо лично, все мои контакты в профиле, в шапке профиля, в описании. Пожалуйста. Он в полном ауте. Что он думает о вас? Скапываю, выкапываю. Посмотрите предыдущее видео, где мы делали чистку обновления судьбы от всяких ваших недругов. Он думает от вас, что вы как ему венец даны. Знаете, он думает о вас, что вы прям знак вопроса. А знаете, как странно? Он считает вас мудрой, а в то же время зубастой. И идет такое, что, прям смотрите, идет цифра 5. Через каких-то 5 сроков, что он сделает и что он думает. И у него вообще непонятно, то ли вы стерва, змеючка. Вот прям вам змея получилась. И он думает, вы такая. Но есть какая-то еще женщина, которая помогает ему думать не так, как он хотел бы. Почему он в полном ауте? Потому что он вдруг каким-то образом понял, что вы обладаете какой-то силой на него. Ну вот у кого-то вы как мама, у кого-то вы как царица, у кого-то вы как императрица. Действительно, вы даете ему огромную силу. Что он думает о вас? Вы для него как букет цветов, как радость какая-то. Вот это он там думает внутри, сам с собой ведя беседу. Но у него очень большая такая вот есть нагрузка. Нагрузка в чем? Он всегда думает о материальных благах, о деньгах. И у него есть какой-то ступор. То ли он взял в долг, то ли какой-то кредит, то ли ему что-то недоплатили. Тут идет, что ему очень нужны деньги, которых нет. Которых нету. А что он думает о вас? Он в полной непонятке. Потому что когда вы рядом, эти деньги всякие разные к нему приходят. Вот видите, прям получилась монетка. Получается очень сильная отливка. Мы отливаем этого человека, мы смотрим на него, отливаем ваши отношения, и что он думает о вас. И что он в такой непонятке. Он не знает, как поступить. Он не знает, как поступить. Вот знаете, он такой из тех людей, которым бы вот мне сказали так, и что бы сделали за него. А он потом сказал, это я сам придумал. Идет у него действительно прореха. И что он думает о вас? Видите, кольцо получилось. Прям настоящее. Посмотрите, какое кольцо получилось. Прям перстень. Он думает о вас, или он хотел бы подарить вам перстень, или он хотел бы, чтобы такой перстень был на вашей руке. Это то, что он думает. А что на самом деле в жизни происходит? Тут у него очень большая есть прореха, дырка и в финансовом вопросе, и в духовном. Здесь идет, что вот мы смотрим, Боже, в полной непонятке, у человека что-то еще, ну, раз что идет, я говорю то, что идет. У человека не очень хорошо с легкими, вот то, что из болезни, прям вот четко это идет, легкие, дыхание. И что он думает о вас, что вы женщина, которой он недостоин. Он просто недостоин. Вот он это, а показывает он совсем, ой-ой-ой, горячо, тихо, горячо. А показывает он совсем другое. Вот перстень наш немножко повредился, но перстень остался с кольцом. Поэтому у кого-то человек, возможно, даже скажет. У человека идет то, что вы действительно ему, как талисман, вы даете деньги, вы действительно талисман, который дает удачу и деньги. Что еще он думает о вас? И он в полной непонятке. Он действительно не знает, как поступить. У него есть еще враг какой-то мужчина, который на него очень сильно давит, и он его боится. И из-за этого ему как будто запрет какой-то дают. Не надо, или говорят о вас что-то не то, что неправду. И он в полном ауте, потому что ему во снах вы являетесь, и в каких-то мыслях, и во всем нежный, радостный, счастливый, смеющейся девочкой, радостной,
Если смотрите мужчину, интерпретируйте под себя. Вот какие у него мысли. Вот что он нам показал воск. Принимаю, приобретаю, истинно все исполняю. Мозг человека вычищаю. Да будет так. Пожалуйста, подписывайтесь в мой новый телеграм-канал. Все мои контакты в шапке профиля. Кому надо лично, пожалуйста, Viber, WhatsApp, Telegram пишите. Пока-пока. Смотрим вторую часть. Смотрим вторую часть. Боже, он в полном непонятке, в полном ауте. Что он думает о вас? Спасибо за энергообмен, спасибо за донаты. Подписывайтесь на телеграм-канал. Что он думает о вас? Ну, конечно, у него в душе есть любовь. И знаете, он как опойный... Ой, не видно. Он как опойный Дионисий. Так, что у него в мыслях о вас, и он в непонятке, потому что он вас видит как часть своей жизни, как часть своей семьи. Он действительно видит вас такой. Что-то вот. И посмотрите обязательно на отливки. Знаете, он очень страдает. И, возможно, он знает, что страдаете и вы. И вы для него как приют, вот как приют для беженцев. Как вот вы дали ему какую-то надежду, кров, дом. Вот вы как домик вот такой вот. А он как блуждающий пес не знает, что ему делать. Он в полном ауте. Потому что вы для него стали чем-то близким. Независимо от того, что происходит у него в жизни. Что у него он в полном ауте, почему? Если вы вдруг в рассорке или разошлись, ему очень хотелось бы начать все сначала. Но он не знает, как к вам подойти, как с вами объясниться. Как все разрулить, он не знает, потому что он привык, что все за него решают. Или дают ему направление в решении. Что он думает, и он бы хотел бы, знаете, он знает, что вы обладаете какими-то мудрыми силами, как Вивьена, которая была в прошлой жизни, и ушла от своего правителя в скалы, чтобы помогать людям. И в этой жизни тоже. Он действительно видит в вас, что вы человек, который знает то, что не знают другие, и хотел бы обратиться к вам как к мудрой женщине, вот эта женщина мудрости, но он не хочет это показать или сказать кому-то. Что он думает о вас, вы действительно ему как человек-друг, как человек, с которым можно поговорить и что-то решить. Но я вам тогда сказала, что есть там есть мужчина и есть какая-то женщина, которая влияет. Да, здесь что-то было, и он боится. Знаете, человек почему-то чего-то боится, но здесь что-то такое было, что он подсознательно понимает, что кто-то что-то мешал, злобный какой-то. Возможно, и таким вот магическим путем. Божечка, и он, знаете что? Он очень боится, что навсегда может потерять вас. Он очень боится, что он навсегда может потерять вас, что вы куда-то уедете, что он уедет, что вообще вы расстанетесь навсегда. Вот этого он очень боится, и он в полной непонятке, потому что ему хочется вас схватить, побежать. Это все у него в мыслях. А будет ли дело? А вот в делах, да, ему надо, чтобы кто-то, он будет думать, так вся продумается, вся жизнь уйдет. Он будет думать, все думать, давай. И ему действительно надо, чтобы кто-то ему давал советы, и, возможно, даже кто-то за него производил что-то. Но, понимаете, даже пописать за него никто не сможет, только он. Нужно уметь принимать решения. Вот тут у человека слабая сторона, неумение принимать решения. Да, понимаете, он столкнулся с вами с какими-то трудностями, но он его так тянет к вам. А ему говорят, ты должен стать Гераклом и должен победить. А он не может стать Гераклом и победить. Ну вот его не таким вырастила мама. Но поменяется он или будет меняться? Да. И знаете, у некоторых выйдет, что он, знаете, что хочет? Он хочет, как Зевс, схватить вас и, как в Европу, забрать к себе.
Но это его мысли. И он в полной непонятке, потому что ему говорят, что надо жить по-другому. Но в то же время он боится вас, что он уступит вам, а вы его проглотите, как большая, огромная крокодилиха. Это не в плохом смысле, это в хорошем. Он боится вас. Потому что для того, чтобы вы стали вместе или стали его, надо добиться вас. Надо достичь вершины, той вершины, чтобы он стал таким же императором, как вы императрица. Но он это все думает, а самое главное, что он, пусть жизнь идет так, как идет, пусть она идет так, как идет, и само все, как клубок, развяжется. А вам что надо? Мы вот посмотрели, он чувство имеет. Но он по башке чем-то ударенный. Ни тыр, ни пыр, ни в Красную армию. И не в белую тоже. А вам как поступить? А вам, видите, говорят, вот он. У кого-то выйдет, что да, это этот человек. Потому что вышел этот мужчина в красных софьяновых сапожках и в красных трусах. А у кого-то говорится, знаешь, а ты отодвинь его в сторону, потому что идет к тебе настоящий герой. Подписывайтесь в канал Telegram. Не забывайте про энергообмен, про донаты. Принимаю, приобретаю. В жизни себе добра и счастья желаю. Во благо. Пока-пока.